Температура воды в ту ночь была минус 2 градуса по Цельсию. Это температура, при которой человек теряет сознание за 15 минут, а смерть от переохлаждения наступает за 30 минут после первого погружения. В океане в ту ночь оказались 2224 человека. Спаслись только 710. Этих 1500 человек убил вовсе не айсберг, как мы привыкли думать с детства. Их убили 4 конкретных решения, принятые задолго до того, как корабль вышел в открытое море. Каждое из этих решений в свой момент казалось абсолютно разумным и было одобрено опытными людьми своего времени. И ни одно из них по отдельности не должно было привести к катастрофе такого масштаба. Но они сложились в одну общую ловушку, из которой корабль уже физически не мог выйти. Сегодня я расскажу не историю про айсберг, которую все знают с детства и видели в фильмах. Это будет история про то, как самый защищенный корабль в истории человечества превратили в братскую могилу 4 человека. 4 человека, которых никто никогда не назовет виновниками этой огромной трагедии. Прежде чем мы пойдем дальше, есть одна очень важная вещь, без которой эта история не имеет смысла. По собственным расчетам инженеров верфи Харланд энд Вольф, «Титаник» физически не должен был утонуть от удара о айсберг. Корабль был спроектирован так, чтобы оставаться на плаву при затоплении любых 2 из 16 водонепроницаемых отсеков. А если повреждены 3 или даже 4 передних отсека, корабль все равно держится на воде. Это была не реклама и не пустое обещание для пассажиров, а честная инженерная математика того времени. Чтобы такой корабль действительно утонул, должно было совпасть 5 конкретных условий подряд. Я расскажу про 4 из этих 5 условий, которые полностью зависели от людей и их решений. 5-е условие – это сам айсберг. Единственное, что нельзя было контролировать в ту ночь. И когда вы услышите про эти 4 человеческих решения, вы поймете, почему 5-е было уже почти неважно. Решение 1 касается того, из чего сам корабль был сделан на верфи в Белфасте. В 1910 году компания White Star Line строила одновременно 3 самых больших корабля в мире. Это были «Олимпик», «Титаник» и будущий «Британник» — целое семейство морских гигантов под одним заказом. Это была гонка с конкурентом, компанией Cunard, которая уже спустила на воду свои быстроходные лайнеры. White Star отказалась от гонки за скорость и сделала ставку на размер и невероятную роскошь интерьеров. Но размер требовал огромного количества материалов и рабочих рук, которых катастрофически не хватало по всей Британии. В архивах верфи сохранились протоколы заседаний Совета директоров за 1911 год. Председатель компании, лорд Уильям Пири, на каждом заседании Совета лично выражал серьезную обеспокоенность нехваткой клепальщиков. И вот что компания сделала, чтобы решить эту проблему быстро и по возможности дешево. Она разместила дополнительные заказы у менее проверенных и более дешевых поставщиков по всей стране. Часть заклепок для носовой и кормовой части корабля сделали из обычного железа, а не из новой стали. Стальные заклепки были новой технологией, более прочной, но более дорогой и сложной в установке вручную. Это решение в тот момент казалось абсолютно разумным с точки зрения бизнеса и сроков сдачи. Корабль строили в спешке, бюджет был ограничен, а железо считалось проверенным материалом многих столетий. Через 90 лет после катастрофы материаловеды Тимоти Фёки и Дженнифер Хупер Маккарти сделали невероятное открытие. Они проанализировали 48 заклепок, поднятых с обломков «Титаника» со дна Атлантики, и обнаружили шокирующее. Концентрация шлака в железе достигала 9%, при норме того времени всего 2 или 3%. Шлак – это стекловидная примесь, которая остается после плавки железной руды в доменной печи. В малом количестве он даже укрепляет железо, делая его более устойчивым к ударам и нагрузкам. В большом количестве он превращает металл в хрупкий и ненадежный материал, особенно при низких температурах. Когда «Титаник» коснулся айсберга бортом, заклепки в носовой части просто не выдержали бокового давления. Они начали лопаться одна за другой, как пуговицы на слишком тесной рубашке во время вдоха. Корпус не получил длинного разреза, как считали историки, много десятилетий после катастрофы. Современный сонар обнаружил всего 6 узких щелей общей площадью около 1 квадратного метра в сумме.
Это меньше площади обычной двери в любой квартире, и этот 1 квадратный метр потопил корабль весом 46 тысяч тонн. Все из-за бракованных заклепок, заказанных ради экономии денег и скорости постройки 3 кораблей одновременно. Это было только первое из 4 роковых решений в нашей истории. Подумайте об одной простой вещи перед тем, как мы перейдем ко второму решению. Если бы вы сегодня покупали билет на современный круизный лайнер, вы бы поинтересовались качеством его заклепок? Конечно, нет. Такое никому даже в голову не придет сегодня и в наше время. Также доверились и 2000 пассажиров «Титаника» в свой первый и одновременно последний рейс. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить разборы катастроф и тайн, которые официальная история предпочитает не вспоминать. А мы переходим ко второму решению, которое сложилось с первым в одну смертельную инженерную пару. Решение второе касается главного чуда инженерии «Титаника», того, чем гордилась вся компания. Те самые знаменитые 16 водонепроницаемых отсеков, изоляция которых считалась лучшей в мире. Корабль был разделен по длине 15 переборками, которые создавали отдельные изолированные секции корпуса. При столкновении любая поврежденная секция герметично закрывалась тяжелыми стальными дверями автоматически и без участия команды. Это и была настоящая основа репутации непотопляемости корабля, которой восхищались газеты по всему миру. Но у этих знаменитых переборок был один маленький и почти незаметный изъян, о котором никто не говорил. Они банально не доходили до верхней палубы корабля, заканчиваясь всего на 3 метра выше ватерлинии. И вот здесь начинается самое интересное в этой инженерной истории. Изначальный проект инженера Александра Карлайла предусматривал, что переборки поднимаются почти до самого верха корабля. Это сделало бы корабль действительно непотопляемым в любых аварийных условиях, какие можно было представить тогда. Даже при затоплении 5 или 6 отсеков вода физически не могла бы перелиться выше переборок и затопить корабль. Но высокие переборки означали серьезную проблему для пассажиров первого класса и их роскошного путешествия. Они мешали бы создать просторные открытые помещения для столовой, бального зала и парадной лестницы. Той самой лестницы, которая стала визуальным символом «Титаника» на весь мир и появилась в десятках фильмов. Той, по которой в фильмах спускаются дамы в драгоценностях и шелковых платьях под звуки оркестра. White Star Line была компанией роскоши, а не просто транспортной фирмой по перевозке людей через океан. Она конкурировала с Cunard не скоростью и не безопасностью, а исключительно впечатлением от поездки. И переборки в итоге сделали ниже, чем рекомендовал сам инженер Карлайл, главный архитектор корабля. Когда вода через пробоину начала заполнять первые 5 носовых отсеков, корабль наклонился носом вниз под весом воды. Уровень воды в носовых отсеках поднялся выше уровня переборок, и она начала свободно переливаться из одного отсека в другой поверху. Это работало в точности как чай в наклоненной чайной чашке, переливаясь через край в соседнее блюдце. 6-й отсек, потом 7-й, потом 8-й по очереди заполнялись водой один за другим. Отсеки, которые должны были по проекту остаться сухими, тонули один за другим, хотя айсберг туда даже не доставал. Не потому, что их пробил айсберг, а потому, что переборки заканчивались на 3 метра выше ватерлинии, а не на 10. Чтобы пассажиры первого класса могли наслаждаться видом на парадную лестницу за вечерним ужином с шампанским. Заметьте, как именно работает эта смертельная цепочка инженерных решений. Первое решение про дешевые заклепки увеличило размер пробоины в борту корабля на критическую величину. Второе решение про низкие переборки превратило локальное затопление в полное и неконтролируемое заполнение корпуса. По отдельности каждое решение совершенно разумно и понятно с точки зрения своего времени. Вместе они означали, что корабль был обречен уже на верфи в Белфасте еще до спуска на воду. И все это было решено за 2 года до того, как «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание. А теперь представьте на минуту, что вы сами капитан этого огромного корабля в апреле 1912 года. Вы знаете о его репутации как непотопляемого судна и видите тысячи богатых пассажиров на борту. Вы знаете, что от вас ждут впечатляющего и быстрого первого рейса в Нью-Йорк по расписанию. И вот именно в этот момент вы получаете 3-е предупреждение об айсбергах за 1 только световой день. Решение 3-е принадлежит человеку, чье имя знал весь мореходный мир того времени,
и кому доверяли миллионеры. Капитану Эдварду Смиту было 62 года в ту ночь, и это был его последний рейс перед выходом на пенсию. Он был самым опытным и самым уважаемым капитаном White Star Line, лицом всей компании на воде. 14 апреля 1912 года «Титаник» получил 9 предупреждений об айсбергах от других кораблей. Целых 9 предупреждений за один световой день в Северной Атлантике, и почти все они дошли до мостика. Корабль «Коронья» утром передал общие данные про лед в Северной Атлантике в районе курса. Корабль «Балтик» в 1:30 дня сообщил о большом ледяном поле прямо по курсу следования «Титаника». Корабль «Америка» передал то же самое предупреждение через 15 минут с уточненными координатами. Корабль «Калифорниан» в 6 вечера предупредил о 3 крупных айсбергах в 5 милях к югу от своего положения. Корабль «Мисаба» в 9:30 вечера передал радиограмму с точными координатами огромного скопления льда прямо по курсу «Титаника». Эту последнюю радиограмму радист Джек Филлипс получил, подтвердил прием и просто положил на стол в радиорубке. Она так никогда и не дошла до мостика и до самого капитана Смита, оставшись лежать среди других бумаг. Радист Филлипс был занят своей работой. У него горел план на эту ночь, и накопилась большая очередь сообщений. Он работал с большой телеграфной станцией Кейп-Рейс в Ньюфаундленде, передавая сотни личных сообщений богатых пассажиров. Эти личные сообщения приносили компании реальные большие деньги, в отличие от безопасности плавания. В 11 часов вечера, всего за 40 минут до удара об айсберг, «Титаник» принял 9-е и последнее предупреждение в этом рейсе. Его передал радист соседнего корабля «Калифорниан», молодой человек 20 лет по имени Сирил Эванс. «Калифорниан» остановился на ночь, потому что был окружен сплошным льдом со всех сторон и не мог двигаться. Эванс хотел просто сказать своему коллеге на «Титанике», что они стоят и почему именно стоят на месте. Сообщение прозвучало в наушниках Филлипса так громко и так близко, что почти оглушило его на целую минуту. Филлипс отстукнул в ответ морзянкой одну короткую и злую фразу, которая вошла в историю. Эти точные слова сохранились в стенограмме американского сенатского расследования за апрель 1912 года. «Заткнись, заткнись, я занят, я работаю с Кейп-Рейсом», отстучал он в ответ молодому коллеге. Эванс на эти слова даже не обиделся. Он понял рабочую ситуацию своего более опытного коллеги. Среди радистов того времени это было обычное служебное выражение, не оскорбление и не грубость. Он немного послушал эфир, потом снял наушники и спокойно пошел спать в свою каюту до утра. Через 40 коротких минут «Титаник» врезался прямо в айсберг на полном ходу в темноте Атлантики. И ближайший к нему корабль, тот самый «Калифорниан», всего в 10 или 20 милях от места трагедии, был уже глух как камень. Радист, который мог принять сигнал бедствия и спасти 1500 жизней, мирно спал в своей каюте до самого утра. Капитан Смит знал минимум о 6 из 9 предупреждений лично. Ему их приносили на мостик в течение дня. Скорость корабля в тот вечер составляла 22 узла, около 40 км в час по сухопутным меркам. Это был почти максимум, на который вообще был способен «Титаник» в спокойную погоду на открытой воде. В ледовом поле ночью, без луны, при полном штиле, когда даже маленькая волна не выдала бы айсберг белой пены у его основания. Капитан Эдвард Смит так и не снизил скорость своего корабля, продолжая идти полным ходом сквозь темную ночь. Не потому, что он был плохим капитаном по природе или равнодушным к жизням пассажиров на борту, а потому что в практике того времени так делали все капитаны атлантических лайнеров без исключения. При хорошей видимости считалось, что наблюдатели заметят лед вовремя, и капитан успеет среагировать на предупреждение. И капитаны, которые сбавляли ход без видимой причины, теряли выгодные контракты с такими компаниями, как White Star Line. Компания платила премии за рейсы, выполненные строго по расписанию, и наказывала за любые опоздания. Капитан Смит был просто частью этой большой и страшной системы, которая ставила прибыль выше осторожности. И эта система в итоге убила 1500 человек на его корабле в одну весеннюю ночь. Но самое страшное в этой истории впереди, и оно касается последнего шанса на спасение корабля. У корабля до самого конца оставался один реальный шанс выжить и дойти до утра на плаву. Один маневр, одно решение, принятое за 37 секунд,
до удара о ледяную глыбу. Решение четвертое принадлежит первому помощнику капитана Уильяму Мёрдоку, опытному моряку с многолетним стажем. В 11 часов 40 минут вечера наблюдатель Фредерик Флит первым увидел айсберг прямо по курсу корабля. Он трижды ударил в колокол Вороньего гнезда и позвонил по телефону на мостик передать тревогу. «Айсберг прямо впереди по курсу!» – прокричал он в трубку телефона офицеру на мостике. Помощник Мёрдок в эту секунду отдал сразу два приказа одновременно своей команде на мостике. Первый приказ был рулевому – поворот лево на борт как можно резче и быстрее. Второй приказ был в машинное отделение полный назад – остановите ход машины немедленно. Корабль начал поворачивать влево, чтобы по широкой дуге обойти айсберг с правого борта корпуса. И корабль почти успел уйти от удара. Но именно почти, а не полностью. Айсберг скользнул вдоль правого борта «Титаника», царапая обшивку под ватерлинией на длину всего нескольких десятков метров. Те самые 6 узких щелей общей площадью 1 квадратный метр в сумме, о которых мы говорили раньше. Заклепки начали лопаться по одной и сериями вдоль всего поврежденного участка корпуса корабля. Вода свободно пошла в первые 5 носовых отсеков корабля через образовавшиеся щели в обшивке. Через низкие переборки она начала переливаться в 6-й отсек и далее по всему корпусу до самой кормы. Через 2 часа 40 минут этот корабль ушел под воду навсегда, вместе с 1500 человек. А теперь то, о чем очень редко говорят в фильмах и книгах про катастрофу «Титаника». Современное компьютерное моделирование показало однозначный и шокирующий результат, который многих заставляет задуматься. Если бы Мёрдок не пытался обойти айсберг тем вечером, а направил «Титаник» прямо в него, носом в лоб, как таран, корабль почти наверняка остался бы на плаву и дождался помощи спасателей утром следующего дня. Удар был бы по-настоящему страшным и мощным. Носовая часть смялась бы, как консервная банка под прессом. Возможно, погибли бы десятки матросов и кочегаров в передних отсеках от самого удара и его последствий. Но затоплено было бы максимум 2 или 3 носовых отсека всего, не больше этого числа. А корабль был спроектирован выдерживать затопление 4 отсеков подряд без потери плавучести. 2000 человек дожили бы до прибытия спасателей утром, если бы Мёрдок принял другое решение. Но Мёрдок ничего этого не знал и не мог знать в ту ночь без современных компьютеров и моделей. Никакой капитан в 11:40 той ночи не направил бы свой корабль носом прямо в айсберг сознательно. Это полностью противоречит человеческому инстинкту самосохранения, который работает в любом из нас. Любой инстинкт говорит одно простое слово – «Увернись от опасности любой ценой». И помощник Мёрдок увернулся, как сделал бы любой опытный моряк в его положении на мостике. Почти увернулся. Это был единственный неправильный выбор в его долгой жизни моряка, и он стоил 1500 жизней. Подведем окончательные итоги нашего разбора этой великой трагедии человеческих решений. Дешевые заклепки из железа вместо стали ради экономии денег компании и срочности постройки. Низкие переборки до уровня бального зала ради красоты залов и эстетики первого класса для миллионеров. Полная скорость в ледовом поле ночью ради соответствия нормам отрасли и контрактам с компанией. Поворот вместо лобового удара ради базового человеческого инстинкта самосохранения в момент опасности. Каждое из этих 4 решений в момент принятия было совершенно разумным и логичным выбором для своего времени. Каждая имела свою железную логику и своих уважаемых защитников среди инженеров и капитанов отрасли. Ни одно из них по отдельности не должно было привести к катастрофе исторического масштаба и таким жертвам. Но судьба никогда не работает по отдельности с каждым решением. Она терпеливо складывает их в одну длинную цепочку. И когда эта цепочка коснулась айсберга в ту ночь, у «Титаника» уже не оставалось никаких реальных шансов на спасение. Шансов не было задолго до самого удара по борту корабля и появления айсберга на горизонте впереди. Шансов не было задолго до того, как корабль вышел из британского порта Саутгемптон в свой первый рейс. Шансов не было еще в тот день, когда лорд Пири подписал заказ на партию железных заклепок у нового поставщика. В тот день, когда главный архитектор согласился опустить переборки ради красоты бального зала первого класса.
В тот день, когда вся отрасль молча решила, что репутация важнее осторожности на воде в ледовых полях. Айсберг был только последним и совершенно случайным звеном в этой длинной цепи человеческих решений. А теперь скажите в комментариях свое мнение, кого именно вы считаете главным виновником этой огромной катастрофы. Может быть, заклепщика, который сделал бракованную работу в тот далекий день на верфи в Белфасте. Может быть, архитектора, который опустил переборки ради красоты помещений первого класса для миллионеров. Может быть, капитана, который не сбавил ход вопреки здравому смыслу и многочисленным предупреждениям коллег. Может быть, помощника, который инстинктивно попытался увернуться от удара о лед, как сделал бы любой моряк. Или всю огромную систему в целом, которая создала идеальные условия для всех 4 решений сразу и одновременно. Я уверен, что ваше мнение в комментариях обязательно разделится на несколько разных лагерей и точек зрения. И вот что во всей этой истории действительно важно для нас сегодня, через 100 с лишним лет после трагедии. Эта катастрофа произошла больше 100 лет назад, в совершенно другую эпоху и при других технологиях. Но цепочки разумных решений, ведущих прямо к огромным катастрофам, никуда не делись из нашей жизни сегодня. Каждая авиакатастрофа сегодня – это не одна простая ошибка одного человека или одного экипажа на борту. Это всегда 5 или 7 разных решений, принятых разными людьми в разное время и в разных местах земного шара. Каждое из них в свой момент казалось абсолютно разумным и было одобрено квалифицированными людьми отрасли. Самые опасные катастрофы – это не те, у которых есть один очевидный и понятный виновник для следствия. Это именно те катастрофы, у которых виновников, по сути, нет вовсе, потому что каждый сделал свою работу. Где каждый человек на своем месте сделал свою работу хорошо и честно, по инструкции и здравому смыслу. Где сложная система просто работала так, как ее настроили инженеры и руководители отрасли в ее основании. Так, как настроили эту систему, в итоге мы сами, всем обществом и за многие десятилетия. Температура воды в ту ночь была -2 градуса, и когда последние пассажиры «Титаника» оказались за бортом в ледяном океане, у них было ровно 15 минут жизни. 15 минут на то, чтобы понять, что величайший корабль в истории человечества в итоге убил их в воде. Убил не айсбергом и не природной стихией, а цепочкой решений, в которой каждое казалось разумным. Именно в этом и есть настоящий главный урок «Титаника» для нас сегодня, через 100 с лишним лет после катастрофы. Не в том банальном выводе, что природа сильнее любой техники человека и его инженерной мысли, а в том, что мы, люди, очень редко тонем от одной большой ошибки в жизни или работе. Мы тонем от 4 правильных ответов на 4 изначально неправильных вопроса, заданных не теми людьми. Сегодня годовщина той самой страшной ночи в холодной Атлантике, и об этом стоит задуматься. И корабли, которые мы строим прямо сейчас по всему миру, тоже считаются непотопляемыми, по расчетам своих собственных инженеров.